Всем привет! Это канал Гудзик DIY. Как и обещала, показываю вам второго винтажного снеговика. Ссылка на первое видео будет в описании. И для основы мне понадобится самый обычный пластиковый стакан. Не обязательно брать именно стакан. Основой может стать все что угодно. Маленькая бутылочка, пенопластовый шарик. Ну а если ничего подходящего не найдется, всегда можно сделать ее самостоятельно из фольги. Также с помощью фольги я хочу сделать стакан немного повыше. Теперь всю поверхность нужно оклеить бумажными салфетками, для того чтобы глина лучше ложилась. У меня это самозатвердевающая глина Керапласт от фирмы Кохинор. Я немного разбавила ее водой, чтобы можно было наносить кистью. Также можно разровнять ее линейкой. Я ожидала, что глина растрескается после высыхания, но, видимо, нанесла слишком тонкий слой. Еще одна попытка, и на этот раз я приклеиваю неразбавленную глину поверх бинта. Распределить ее уже не так легко, но зато трещинки у меня получились. Я решила их еще подчеркнуть более темной краской, но в конечном результате этого практически не будет заметно. Но крупные трещины все же стоит прокрасить, чтобы через них не проглядывал бинт. Голову буду делать из воздушного пластилина, чтобы лицо снеговика было гладким, без какой-либо фактуры. У пластилина довольно яркие цвета, поэтому я смешиваю их между собой, чтобы получать более интересные, сложные и приглушенные оттенки. Я хотела сделать обоих снеговиков в одном стиле и цветовой гамме, чтобы они хорошо сочетались между собой. Морковку креплю на маленькую проволочку и приклеиваю ее на ПВА. Личико рисую акриловой краской. Первый снеговик был в шляпе, а этому я захотела одеть шапку. Тонировать шапку и шарф я буду одной краской. И за счет разного цвета пластилина результат получается тоже разным, и они не сливаются. У меня кисточка не совсем сухая, я наношу краску только на самый кончик, и поверхность получается как будто вытертой.
Бубончик удобнее делать отдельно и сушить прямо на зубочистке. Надрезаю небольшие чешуйки по кругу, и когда они немного подсохнут, можно разрезать их еще раз. Меховую фактуру можно сделать зубочисткой, а можно теми же ножничками, что и помпон. Ручки буду делать из глины. Можно взять и воздушный пластилин, как вам будет удобней. На первом снеговичке я делала фактуру коры из воздушного пластилина. И хочу вам сказать, что из глины получается намного лучше. На глине видны более мелкие царапинки, трещинки, что только добавляет натуральности. Тонировать буду бордовой краской. Я немного разбавила ее водой для того, чтобы она лучше заполнила весь рельеф. Сначала я хотела оставить снеговика в таком натуральном глиняном цвете, но потом все же решила его осветлить. Неравномерным слоем наношу сначала белый, а после цвет слоновой кости. И его же наношу, но уже сухой кистью по всему снеговику. Хочу еще добавить акцентов красным металликом. Снеговик готов, и можно покрывать его акриловым лаком. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. А если еще не подписаны на канал, то подписывайтесь и не забудьте про колокольчик. Тогда следующее видео, в котором мы также будем готовиться к Новому году, вы точно не пропустите.